Привет, друзья! Пару недель назад я рассказывал о довольно интересном смартфоне itel Vision 3 Plus. Многим он понравился, а сегодня мне в руки попали модели A49 и A27. О старшем мы с вами поговорим отдельно, а пока взглянем на его младшего и более компактного собрата. Что может предложить современный смартфон за 4000 рублей? Довольно стильный, а главное удобный дизайн, две сим-карты и сканер отпечатков пальцев. Отличный смартфон в качестве второго телефона или ребенку, родителям, бабушке, дедушке и так далее. В общем, сейчас его и рассмотрим. Подписывайтесь на канал. Поехали! В свете резкого роста цен на электронику востребованность смартфонов начального уровня существенно повысилась. Главное, что мы ждем от таких смартфонов, чтобы они были шустрыми, не лагали, не подвисали, чтобы можно было спокойно сидеть в социальных сетях и мессенджерах или видосики смотреть в YouTube или ВКонтакте. В этом смартфоне все это есть. Комплектация порадовала. Помимо самого смартфона, зарядного устройства и технической документации, еще есть пластиковый прозрачный чехол. Он не помешает. Защитная пленка уже наклеена на экран. Перейдем к самому смартфону. Сначала рассмотрим его внешние особенности, а потом поговорим про дисплей и начинку. При всей своей бюджетности itel A27 выглядит по-своему прикольно. Переливающаяся спинка со сложной текстурой, гоночная полоса, проходящая через весь задник, подчеркнутая камера. И про сканер отпечатков даже не забыли. Рамки вокруг экрана не маленькие, хотя аппарат все еще сохраняет компактные габариты. Легко помещается в руке, углы скругленные, поэтому держать телефон удобно. Разъемы для зарядки и наушников расположены сверху, что не совсем привычно. Из кнопок управления регулировка громкости и кнопка питания расположены по классике на правой боковой панели. И вот мы подобрались к той особенности телефона, что вызывает ностальгию. Задняя крышка. Она съемная. Однако аккумулятор нет, он жестко закреплен. За счет этого вся конструкция в руке ощущается очень монолитно. Под крышкой имеется два слота под сим-карты формата Nano SIM и разъем для установки microSD карты памяти. Снимается она без лишних усилий, фиксируется вполне надежно. Первое, что бросается в глаза, отсутствие уже привычных челок и вырезов на дисплее. Смартфон оснащен компактным 5,45 дюймовым экраном, что благотворным образом сказалось на его энергопотреблении. IPS-матрица имеет разрешение 960 на 480 пикселей. Если приблизить телефон почти вплотную, то пиксели заметны. Но мы же так им не пользуемся, верно? Настройки экрана поддерживают современный режим защиты зрения и темную тему. Самое главное, что при просмотре роликов или другого контента дискомфорта не возникает. Дисплей выдает достаточно приемлемый для этой ценовой категории результат. Смартфон встроен 4-ядерный процессор Unisoc, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного накопителя. Устройство работает под управлением облегченной версии Android 11 Go, что позволяет тратить меньше ресурсов на запуск приложений. За счет этого смартфон работает гладко, без тормозов и подвисаний. Хоть процессор вроде и не топовый, но он отлично справляется с большинством повседневных задач. Звонки, мессенджеры, социальные сети, YouTube, почта и другие. И хотя требовательные игры смартфон явно не потянет, он справляется даже с гоночками, а также с шутерами и онлайн-играми на низких настройках графики. В итоге производительность бюджетника показала хорошие результаты, что несомненно радует. Камерами аппарат оснащен на базовом уровне, что вполне естественно для цены в 4000 рублей. Основная 5-мегапиксельная с апертурой f2.0 собрана в один блок со светодиодной вспышкой. Примеры фотографий вы видите на своем экране. Фронталка разрешением на 2 мегапикселя предназначена в первую очередь для работы Face ID, да-да, здесь есть такой аналог, и для разговоров по видео через мессенджеры. В часовом тесте батарея на 4000 мАч потеряла 17% заряда, половину из которых ушла во время игры. Таким образом, без игровой активности аккумулятора вам должно хватить на 1,5-2 дня использования, а с играми примерно на день. В заключении скажу, что itel A27, хотя и относится к числу моделей начального уровня, сильно выделяется на их фоне. Дело в том, что смартфон со сканером отпечатка пальцев за 4000 рублей – это редкость, можно сказать, таких и нет. Так что выбор данной модели вторым телефоном для ребенка или пожилых родителей будет более чем оправдан. Он достаточно
достаточно быстрый для повседневных задач, компактный и привлекательный по внешнему виду. На мой взгляд, очень неплохая модель за эти деньги. Именно поэтому она и заинтересовала меня для рассказа вам. У бренда есть и более мощная модель A49, о которой я также вам расскажу, или itel Vision 3 Plus, про который я уже рассказывал. А как вам этот смартфон? Купили бы его за эту цену? Поделитесь своим мнением в комментариях к этому видео. Поддержите ролик лайком, подписывайтесь на канал, впереди много интересных обзоров и новостей. Пока-пока.